Птицы поют, тишина, деревья, природа. Релакс. Привет всем! Добро пожаловать на канал «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. Если вы хотите изучать русский, то изучайте русский с Максом. У нас, кстати, еще есть подкаст. Слушайте наш подкаст и подписывайтесь на мембершип-программу. Это поможет вам быстрее изучать русский. Где я нахожусь, друзья? Где я нахожусь? Где находится Макс? Я в лесу? Нет. Я в парке? Нет. Я на даче. Я нахожусь на даче. Но я нахожусь на даче не в России. Я нахожусь на аргентинской даче. О-хо-хо! И сегодня в этом видео я хочу вам показать аргентинскую дачу. Показать дачу, ну и, может быть, поговорить о русской даче и об аргентинской даче. Чуть-чуть в чем-то сравнить эти дачи. Сначала давайте посмотрим на то, что находится вокруг дома, то есть на участок. Мы это называем земельный участок. А потом зайдем в дом и посмотрим, что есть в доме. Начнем. Вот это вход. Или вход, или даже въезд. Да, въезд или заезд. Потому что здесь отсюда можно въехать или заехать на машине. И дальше идет территория участка. Вот эта территория огромная. Огромная на самом деле территория участка. И сразу же можно увидеть первое различие. Ну, не знаю, различие или нет, но можно увидеть, что здесь несколько домов. Вот на одном это наш дом, а вот это вот другие дома. И они находятся здесь на одном участке. И это необычно. В России я такого не видел, чтобы у тебя был дом, который принадлежит тебе, но он как бы на одном участке земли с другими домами. Это довольно интересно. Я не знаю подробностей, но такого в России я не видел. По крайней мере, это не характерно для русских дач. В чем здесь плюс? В чем плюс такого устройства? В том, что здесь, например, есть человек, который ухаживает за этими домами, за участком. Видите, например, этот человек пилит ветки, сухие ветки, он их пилит и складывает вот сюда. То есть он следит за территорией. Есть человек, который следит за территорией и, я так понимаю, охраняет тоже эту территорию. Вот, территория достаточно большая. Достаточно большая. Здесь много разных деревьев. Много разных деревьев. Я не знаю, как они называются, эти деревья, но очень красиво, очень красиво. Ну вот это, наверное, лиственница, насколько я понимаю, это лиственница какая-то, а может быть и нет. В общем, я не знаю аргентинских деревьев. Они очень сильно отличаются от российских. О, Юля, привет! 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 Сабрина, привет! Привет, как дела, Сабрина? Что ты здесь делаешь? Что Сабрина делает здесь? Сабрина копошится в листиках, в травке, в земле. Ей очень нравится изучать природу, потому что тут много всяких интересных штук, которые она раньше не видела.
Поэтому она ползает и все трогает. А покажи, как она ползает. Сабрина, как ты ползаешь? Давай. Как ты ползаешь, Сабрина? Ну. Так. Вот так Сабрина ползает, да? Листик нашла. Вот. Листик, только не нужно его Кушать кушать. его не надо, да, мы не кушаем. Что Сабрина делает на даче? Сабрина отдыхает. А еще Гуляет. гуляет. Отдыхает, гуляет и ползает. Изучает природу. Да, и изучает природу. Очень классно. А еще у нас здесь есть кот. Его вроде как зовут Мичи. Ну, привет, Мичи. Привет, привет, дорогой. Мичи кто-то укусил, какая-то собака укусила за лапу, поэтому сейчас Мичи хромает, то есть ходит вот так вот. Вот, у него что-то с лапкой, бедный котик. Наверное, подрался с кем-то. Так, здесь у нас место для костра. Место для костра. В России мы бы назвали это либо мангал, хотя это слишком сложная конструкция для мангала. Наверное, место для гриля, место для шашлыков, может быть, мангал. Наверное, так мы бы назвали это место, ну, как бы в России, да. Вот здесь у нас импровизированный столик, 3 импровизированных стола. Вот так все это выглядит. А вот там находится уже дом других людей, но мы их не видели. Что ж, давайте, наверное, посмотрим, что находится внутри этого дома. Кстати, интересно, как мы здесь оказались, как мы оказались на аргентинской даче. Дело в том, что мы с Юлей запланировали поездку в город Кордоба. У меня, кстати, было видео из Кордобы, вот сейчас здесь будет ссылка на него, в описании будет ссылка на видео. И когда мы сказали нашему другу, аргентинцу в Буэнос-Айресе, что мы едем в Кордобу, он сказал: а приезжайте ко мне на дачу. Приезжайте ко мне на дачу. Поэтому и мы согласились. Этого человека зовут Эстебан. Он директор школы, да. Учит русский язык, знает много языков. Я хочу ему сказать: Эстебан, привет, и Эстебан, спасибо огромное. Огромное спасибо, Эстебан. Да, потому что именно благодаря Эстебану мы можем посмотреть на аргентинскую дачу и почувствовать себя аргентинцами. Да? Да. Спасибо, Эстебан. Давайте зайдем в дом Эстебана, на дачу Эстебана. Давайте зайдем в дом. Здесь веранда. Веранда или летняя кухня. Так мы бы это назвали в России. Здесь у нас импровизированная кроватка для Сабрины. Ну, хорошо спать на свежем воздухе. Правда? И здесь есть москитные сетки. Интересно, что мы в России не используем слово «москит». Мы говорим «комар». Комар и комары. Однако мы не говорим «комаринная сетка» или «антикомаринная сетка». Мы говорим «москитная сетка». Это интересно. Мы не используем слово «москит», но мы говорим «москитная сетка». Ну или сетка против комаров, или сетка от комаров. Но вообще вот такая вот штука. И, кстати, здесь она очень важна, потому что здесь очень много разных насекомых. Маленьких, больших. Вчера я видел таких больших жуков с той стороны. Поэтому москитная сетка очень хорошая штука. Позволяет тебе жить без насекомых. Итак, входим в дом. Здесь кухня. Что у нас на кухне? Так, это что такое? Что это такое? Бутылка пива пустая. Это сосед. Сосед приходил и выпил пиво. Не знаю, это все сосед сделал. Здесь у нас деревянные, посмотрите, деревянные из дерева. Деревянные шкафы, кухонная мебель.
Что тут есть? Давайте посмотрим. Так, ну, микроволновая печь, окей. Здесь тоже деревянный, такой прям хороший стол, деревянные стулья, вообще много дерева, очень классно. Холодильник, здесь швабры для уборки, вот, конечно же, кофемашина. Такие кофемашины почти везде в Аргентине, в каждом доме есть такие именно. И мы тоже, мы никогда вообще не пили кофе, вот, сделанный с помощью такой кофемашины, но здесь в Аргентине мы тоже начали. Обычно мы варили кофе в турке, здесь будет фотка турки, ну или мы использовали гейзерную кофеварку. Окей, здесь кухня. В целом все очень похоже на кухню на русской даче. Всегда есть запасы каких-то продуктов. Так как мы в Аргентине, то здесь запасы мате. Вот они, запасы мате, тут мате. Тут тоже мате, тут даже мате в пакетиках. Представляете, в Аргентине есть мате в пакетиках, друзья. Это просто удивительно, это удивительно. Вот, мате в пакетиках. Ну, естественно, все приборы, чтобы пить мате. Без этого вообще нельзя в Аргентине. Дальше идет главная комната, гостиная. Наверное, мы бы ее назвали гостиная, да? Комната для гостей. Гостиная комната. И здесь очень много интересных вещей. Ну, здесь просто мое рабочее место. Здесь телевизор. Вот. А вот здесь находится камин. Настоящий камин. Мы еще его не разжигали, но я очень хочу это сделать. Я хочу разжечь этот камин и посидеть у огня. Сейчас вечером прохладно, 15 градусов по Цельсию, и можно посидеть у камина и погреться вечером. Вот здесь какие-то картины, очевидно, относящиеся к истории, даже сложно сказать, к истории как будто бы даже не Аргентины, но я не уверен, может быть и к истории Аргентины, не знаю, сложно сказать. Вот здесь разные статуэтки, вот фотография, не знаю, кто это, может быть это Эстебан. И множество разных книг на разных языках. Здесь есть книги на английском языке и книги на испанском языке. Los Hombres. Старые часы. И здесь есть выход. Он сейчас закрыт. Эта дверь сейчас закрыта. Но здесь выход из дома. Выход из дома. Вот так вот все выглядит. Очень красиво, очень мне нравится. Это окно закрыто. Мы не стали открывать это окно. Вот, но мы открыли вот то окно, чтобы было больше света. Вот здесь есть кресло-качалка. Это вообще супер штука. Кресло-качалка, посмотрите на это. Оно качается. Это кресло качается, мы называем его кресло-качалка. Кресло-качалка. Что еще? Конечно же, на даче всегда есть какая-то полка. Вот это полки, да, одна полка, вторая полка, третья полка. Полки с разными фотографиями. С фотографиями родственников, с фотографиями близких людей. Вот, всегда интересно смотреть на старые фотографии. Мне очень нравится вот эта фотография, посмотрите на нее. По-моему, она очень крутая. Очень крутая фотография. Дети кукурузы. Да, очень крутая фотография.
Вот, здесь есть еще комнаты, но я не буду показывать вам все комнаты. Я покажу лишь еще спальню. Это спальня с огромной кроватью, с просто king size размером кровати. Огромная. И, конечно же, большие окна с видом на участок, с видом на территорию участка. Деревья, тишина, покой, да, транквилидад. Вот, вообще класс, очень-очень-очень-очень нравится. Здесь есть старый комод, где находятся какие-то вещи, но ладно, не будем смотреть на то, что внутри. Последняя часть дачи — это ванная. Здесь две ванные, и в одной ванной находится сама ванна. Ванна. Вот это ванна. А комната — ванная комната. Вот так вот интересно, да. В другой ванной комнате душ. А здесь, ну, здесь тоже есть душ, но вообще это вот мы называем ванна. Сегодня утром я принимал ванну. Это было потрясающе. Это было просто потрясающе. А вот в той комнате я нашел одну вещь, без которой нельзя, невозможно представить русскую дачу. Что это за вещь, друзья? Барабанная дробь. Конечно же, это гитара. Как можно представить себе дачу без гитары? Ты сидишь на даче, делаешь шашлыки, пьешь вкусный крепкий чай и играешь на гитаре. И чем больше крепкого чая ты выпил, тем лучше у тебя получается играть на гитаре. Вот, это обязательный элемент русской дачи, и здесь, в Аргентине, он тоже есть. Юля, куда ты идешь? Я иду мыть Сабрину. Куда ты уносишь ребенка? Что случилось? Ребенка надо помыть. Зачем ее мыть? Он грязный. Он обосрался! Ладно, давайте, удачи. Да, дети. Что мы обычно делаем на даче? Ну, играем на гитаре, собираемся с друзьями, ходим в баню. Вот, кстати, отличие аргентинской дачи от русской, что в русской обязательно здесь была бы баня. Где-то здесь была бы баня. Вот. Конечно же, мы жарим шашлыки, жарим мясо, играем на гитаре. И обязательно рядом с дачей есть какой-то водоем, река, озеро или, не знаю, еще что-то. И люди ходят купаться. И обычно рядом есть лес. Да, в России. И ты можешь погулять по лесу, можешь собирать грибы, собирать ягоды или просто ходить по лесу и отдыхать. Здесь, кстати, тоже рядом есть река, и есть деревья, есть природа. Может быть, я вам покажу эти вещи, но сейчас я это видео заканчиваю. В целом могу сказать, что эта дача не очень сильно отличается, я бы сказал, даже почти не отличается от той дачи, которую я видел в России. Конечно, есть разные дачи здесь, в Аргентине и в России, но в целом очень похожие дачи. Друзья, расскажите, а как у вас выглядят дачи? Как выглядят дачи в вашей стране? Ну, или просто загородные дома, если у вас они есть, если они популярны. До встречи в следующем видео. Пока!